Как создать автоматический источник арбузов и тыкв в Майнкрафт? Всем привет! С вами Злобий, и мы начинаем! Для начала нужно создать площадку для нашей фермы. Советую сделать ее 17 блоков в длину и 8 в ширину. Можно и иного размера, но об этом чуть позже. Далее надо создать собирательный механизм. За угол нашей площадки ставим двойной сундук. Вместо блоков площадки ставим воронки, подсоединенные к этому сундуку. В этот сундук и будет попадать наш урожай. Теперь нужно установить путь для вагонетки. Чтобы его запитать сигналом, отсчитайте от края 9 блоков и замените блок площадки на блок редстоуна. На воронку, ближнюю к углу, ставим энергорельсу, а на соседнюю — обычную. Затем снова ставим энергорельсы, и так почти до самого края. У него мы ставим обычные рельсы, дабы сделать переход на следующий ряд. И так проводим путь до самого угла, который завершаем энергорельсой. Важно, чтобы в местах, где заканчивается энергорельса, стоял какой-либо плотный блок. Ну то есть не стекло, не листва, а, например, булыжник. Иначе вагонетка просто остановится у этого блока и не поедет дальше. И вот почему я советовал делать площадку 17 блоков в длину. Потому что сигнал для рельс распространяется лишь на 9 блоков. А значит, при длине в 17 на путях достаточно будет лишь одного красного камня. Как вы можете заметить, вагонетка проходит весь этот путь довольно долго. И за один цикл выгружает всего лишь 3 вещи. Чтобы вещи выгружались быстрее, ставим от крайней воронки компаратор. Рядом с компаратором ставим блок. Сбоку ставим красный факел, а на блок ставим повторитель. По бокам от него ставим блоки. Мы создали легчайший разгрузочный механизм. Каждый раз, когда чем-то наполненная вагонетка будет подъезжать в это место, она будет останавливаться, отдавать все свои вещи и уезжать обратно. Дальше создаем само место посадки плодов. Над рельсами ставим обычную землю по всей площади. Сбоку от краев ставим любые ступеньки, обязательно направленные в сторону земли. В эти ступеньки заливаем воду. Источник воды увлажняет грядки лишь на 4 блока. И именно поэтому я взял ширину 8. Так что, если вы хотите сделать ферму больших размеров, то учитывайте красный камень для рельс и воду. Теперь спахиваем нашу землю через блок, создавая некий шахматный рисунок. В эти грядки мы сажаем наши семена тыкв или арбузов. Переходим к механизму срубки. Он у нас будет сделан из наблюдателей и поршней. Над семенами ставим наблюдатели, направленные в сторону земли. А рядом с наблюдателями ставим поршни, также направленные в сторону земли. Правда, чтобы поставить наблюдатель, надо смотреть вниз на семечко. А чтобы поставить поршень, надо смотреть наоборот, вверх. И так делаем ряд за рядом, чередуя поршни и наблюдатели. Наверняка при просмотре этого у вас появилась идея. Сначала поставить все наблюдатели, а уже потом поршни. Но останавливаю вас, ибо поставив наблюдатели, вам будет совершенно неудобно ставить поршни. Так что делайте по рядам. Остается только на наблюдатели положить редстоун. И последний этап – декорация. Остается обставить нашу ферму какими-либо блоками. Это сделает ее более красивой. А также ни один предмет не будет вылетать за пределы фермы. И на этом этапе поставьте рядом с ростками источники света. Тогда они будут расти быстрее. Готово. Такую ферму уже не стыдно и на базу поставить. Кратко, как она действует. После того, как зреет плод, наблюдатель замечает это и посылает сигнал поршням. Те срубают арбуз, ломтики которого собираются вагонеткой. Далее, через разгрузочный механизм, наши плоды попадают прямо в сундук. Ферма, которую я показал в видео, за час дает примерно столько ресурсов. А с вами был Злобий. Увидимся в следующем видео.